Итак, давайте подытожим несколько моментов, касающихся Евангелия от Иоанна, о которых я рассказывал в моих предыдущих видео. Во-первых, Евангелие от Иоанна было начато как черновик в 30-е годы, что подтверждается как свежестью и точностью воспоминаний автора, так и тем, что с его очевидным талантом к литературному творчеству трудно представить, что он годами или десятилетиями сидел сложа руки, прежде чем записать самую важную историю своей жизни. Во-вторых, последняя серьезная правка Евангелия автором была сделана до 50-х годов, поскольку к тому времени идеи апостола Павла о крещении грекоязычных язычников без принятия ими иудаизма стали важнейшим вопросом дальнейшего существования церкви. Но в Евангелии от Иоанна, написанном грекоязычным евреем, явно интегрированным в греческую культуру, ничего об этом нет, и даже не упоминается слово «язычник». В-третьих, в последней главе Евангелия мученическая смерть апостола Петра обсуждается как нечто неизбежное, что свидетельствует о том, что эта глава была написана после гибели Петра, то есть после 65 года. В-четвертых, в последней главе также отвергаются слухи о том, что автор Евангелия, любимый ученик, должен дожить до второго пришествия, что свидетельствует о том, что последняя глава была написана после его смерти кем-то другим. В-пятых, многочисленные мелкие погрешности и нестыковки доказывают, что это был черновик, который автор, в остальном гениальный писатель, не имел возможности тщательно вычитать и отредактировать перед окончательной публикацией Евангелия. В-шестых, человек, взявшийся за написание последней главы и издание Евангелия, не редактировал остальной текст, даже когда это редактирование означало бы для него экономию сил и времени при переписывании текста. Он мог просто не копировать такие явно проблемные отрывки, как концовку 20 главы и прочие вызывающие противоречия слова и фразы. Такой подход к редактированию можно объяснить только благоговением, которое редактор должен был испытывать к тексту Евангелия, оставленному ему его покойным учителем-апостолом. И, наконец, в-седьмых, имя автора и все прочие подробности создания Евангелия были утеряны, чего физически не могло случиться, если автор был почтенным старцем-апостолом, десятилетиями жившим среди сотен или тысяч своих верных учеников. И это очень важный момент, который, как мне кажется, никто не заметил ранее. Предположим, что так называемая традиция об авторстве Евангелия от Иоанна верна. Итак, в последние десятилетия своей жизни, в конце первого века, апостол Иоанн жил в Эфесе. Можно представить, что как последний оставшийся в живых апостол, он был почитаем не только сотнями членов местной церкви, но и христианами всей Римской империи, которые приходили к нему в качестве паломников. Однажды старый апостол решил записать воспоминания о том, как он был молодым учеником Иисуса, о которых он десятилетиями рассказывал и проповедовал своим последователям, и таким образом создать свое Евангелие. Очевидно, что каждый христианин, слушавший его проповеди в Эфесе, сразу же узнал бы его рассказы об Иисусе, его богословские убеждения, его стиль, даже его уровень владения греческим языком, который был для него не родным или вторым родным. Хотя апостол Иоанн скромно не стал упоминать свое имя в Евангелии, ему было бы совершенно невозможно скрыть его от своих учеников и всех, кто слушал его проповеди. И даже просто паломники или гости из других церквей, приезжавшие в Эфес при жизни Иоанна или в течение нескольких десятилетий после его смерти, сразу бы догадались, что автором появившейся в Эфесе новой книги, написанной неким анонимным апостолом, должен быть тот самый последний оставшийся в живых апостол, который жил в Эфесе. И эти путешественники, переписав Евангелие и привезя его в свои церковные общины по всей Римской империи, должны были знать имя его автора. И у них не было причин держать его имя в тайне в своих родных городах, особенно после смерти апостола. Так зачем же апостолу Иоанну вообще было даже пытаться скрыть свое имя в такой ситуации? Почему бы ему было, наоборот, не воспользоваться помощью своих учеников, чтобы записать ту информацию, которую они слышали от него на протяжении многих лет, как сегодня студенты записывают конспекты лекций своих профессоров?
Представьте себе мир первого века нашей эры, где не было элементарной медицины, даже очков для чтения или таблеток от давления и головной боли. Так почему же апостол, которому было далеко за 70, должен был сам вручную писать палочкой или пером на папирусе текст своего Евангелия, если он мог его продиктовать своим ученикам или попросить их написать черновик самостоятельно по его проповедям? И даже если бы он хотел сохранить анонимность, зачем бы тогда он стал сообщать читателям в тексте своей книги, что он один из 12 апостолов? Это все равно, как если бы автор нового богословского трактата, написанного сегодня в Риме, захотел бы остаться анонимным и сообщил читателям только то, что он Папа Римский. Представьте, что вы посетитель Эфеса конца первого века. Вы слушаете апостола Иоанна и читаете Евангелие, написанное каким-то неизвестным апостолом. Вы знаете, что вероятность того, что Иоанн является его автором, составляет как минимум 10%, просто потому, что он один из 12, за вычетом Петра и Иуды. Вы также знаете, что большинство апостолов говорили на арамейском языке и были неграмотны, а Иоанн говорит на почти родном греческом языке того же качества, стиля и словарного запаса, что и тот, что вы видите в Евангелии. Насколько сложно вам было бы догадаться, что Иоанн – автор книги? А если бы вы спросили Иоанна напрямую, написал ли он эту книгу, зачем бы ему было отвечать «нет» и откровенно вам врать? Зачем любимому ученику Иисуса отрекаться от авторства Евангелия и тем самым нарушать заповедь Иисуса проповедовать его учение с крыш домов? А когда вы уже знаете, что он автор, разве вы не спросили бы его, когда и как именно он написал эту книгу, и не пересказали бы это другим христианам? И хотя автор мог быть скромным и не желать хвастаться тем, что он написал свою книгу, все равно после его смерти, будь вы его учеником или просто набожным христианином, что могло быть плохого в том, чтобы рассказать миру все, что вы знаете об обстоятельствах создания Евангелия? И даже если Иоанн по какой-то невероятной необъяснимой причине заставил всех, кого он знал лично, дать клятву молчания о своем авторстве, он не мог сделать это с каждым посетителем Эфеса, который слушал его проповеди и догадался об этом сам. А когда такие грамотные посетители скопировали Евангелие и привезли его в свои христианские общины в других городах и распространили его дальше в других церквях, практически все общины Римской империи должны были через несколько лет узнать имя автора и обстоятельства написания Евангелия, которые любопытные посетители Эфеса смогли выведать у учеников Иоанна. Так как же могло случиться так, что единственным источником прямой информации о том, что именно апостол Иоанн якобы написал Евангелие, оказался человек, живший по крайней мере через столетие после его написания, и даже он никогда не объяснил, как он узнал об этом факте? Если все знали об авторе, то почему никто никогда не упоминал о нем до того, как в 180-х годах это сделал святитель Ириней, епископ Леона? И почему сам Ириней написал об этом ровно одно предложение в своей огромной книге, без каких-либо дальнейших подробностей, комментариев, обстоятельств создания Евангелия или указания источников этой информации? Как будто Ириней догадался об этом сам, или его источники не выглядели достаточно надежными, чтобы впечатлить ими читателей. Тем более, что целью его книги было опровержение ересей, так что его предполагаемыми читателями должны были быть не только самые правоверные христиане, которые сами все знают и которым ничего не нужно объяснять, но также и сомневающиеся в ортодоксальном христианском учении, и даже еретики, которым было бы не лишним доказать достоверность Евангелия. Тем более, что сам Ириней ссылается на него как на авторитет. Вся книга Иринея наполнена логическими аргументами и отсылками к источникам для опровержения даже мелких деталей в мнениях еретиков. А такому важнейшему вопросу, как авторство Евангелия от Иоанна, оказалась посвящена всего одна короткая фраза. Вы можете сказать: да, но разве те же самые проблемы не будут применимы к авторству любого другого апостола?
Ответ – нет, потому что моя логика относится только к ситуации, когда автор писал Евангелие, живя десятилетиями в одном и том же городе, в окружении своих верных учеников и других людей, которые уважали его и много лет слушали его проповеди. Но очень немногие апостолы, отцы церкви и другие христианские проповедники первого века удостоились такой благоприятной судьбы. Представим себе другую ситуацию, гораздо более распространенную и вероятную, ту, о которой мы знаем из деяний апостолов и посланий Павла. Апостол, называвший себя любимым учеником, вскоре после смерти Иисуса написал для себя черновые записи, но не стал их публиковать, поскольку не считал их законченными. Он отправился проповедовать Евангелие, путешествуя по разным городам и даже странам, обращая людей в христианскую веру, как другие апостолы, продолжая тем временем работу над черновиком своего Евангелия. Он ни от кого не скрывал его нарочно, просто считал, что оно еще не готово к публикации. В некоторых городах он сообщал лучшим из своих учеников, что написал черновик книги об Иисусе, и они, естественно, просили его прочитать и скопировать его записи для личного пользования. Апостол соглашался, но, естественно, брал с них обещание, что они сами не будут публиковать их в виде книги, потому что она еще не закончена. Затем, в один трагический день, апостол и те из его учеников, которые путешествовали с ним, были убиты теми, кому не понравилась его проповедь, и его последний текст Евангелия погиб вместе с ним. Вряд ли он оставил много черновиков своего Евангелия в других городах, потому что он, разумеется, не хотел, чтобы оно было издано кем-то раньше времени. В древнем мире издать книгу означало просто переписать несколько копий, раздать их своим грамотным друзьям и надеяться, что они, их друзья, друзья их друзей и так далее, позаботятся о том, чтобы переписывать и распространять книгу дальше. Не существовало способа одним волевым решением остановить распространение книги после того, как она вышла в свет. Если автор вносил изменения в свою книгу и выпускал то, что мы бы назвали вторым изданием, нельзя было просто остановить печатный станок и изъять первое издание из книжных магазинов. Эти две версии книги просто распространялись и циркулировали параллельно, и автор мог только надеяться, что читатели и переписчики в итоге перестанут копировать более старый вариант его книги, а не более новый. Например, евангелисты Матфей и Лука, вероятнее всего, независимо друг от друга полагали, что пишут расширенное второе издание Евангелия от Марка, которое, как основа и первое издание их Евангелий, перестанет распространяться, как только читатели получат новую расширенную версию. Они вряд ли могли представить, что их Евангелие и книга, которую они так старательно пытались улучшить и заменить, будут опубликованы вместе под одной обложкой в нашем Новом Завете. И они почти оказались правы. Евангелие от Марка переписывали гораздо меньше, чем от Луки и Матфея, и у него был реальный шанс просто исчезнуть. Но все равно оно дожило до того времени, когда стало частью общепринятого христианского канона. Таким образом, если автор не хотел, чтобы несколько версий его книги десятки или сотни лет циркулировали параллельно, борясь за внимание читателей и переписчиков, то он должен был заставить всех, кто владел черновиками его книг, пообещать, что они не будут копировать их или передавать кому-либо еще, а в конце концов уничтожат их сами или попросят об этом тех, кто унаследует их имущество после их смерти. И похоже, что, к сожалению, из тех немногих учеников, которых он удостоил чести переписать черновик своей книги, все, кроме одного, сдержали эти обещания. Они не могли знать, что апостол умер с последним черновиком своего Евангелия, так нигде и не опубликовав его, и что ни одна церковная община во всем мире не владеет окончательным вариантом книги. А может быть, они сами погибли вскоре после автора, и копии Евангелия, которые были у них, погибли вместе с ними. Или же владельцы других черновиков просто ждали слишком долго и, увидев, что Евангелие уже опубликовано, уничтожили свои версии. В любом случае, к счастью, один из таких учеников прожил достаточно долго, чтобы узнать, что его учитель умер, так и не успев опубликовать свою книгу. Он подождал несколько десятилетий, чтобы убедиться в этом, и, наконец, решил добавить дополнительную главу и опубликовать свой черновик.
Моя реконструкция жизни и смерти апостола, написавшего Евангелие, была разработана мной на основе чисто логических рассуждений, до того, как я начал изучать церковное предание об апостоле Варфоломее и понял, что оно подтверждает мои догадки о его биографии. Согласно преданию, апостол Варфоломей путешествовал по Индии и Великой Армении, по землям, которые сегодня находятся на территории Армении, Азербайджана и Турции, и погиб там как мученик. Поэтому в какой-то момент своего путешествия в каком-то городе, скажем, в Великой Армении, он мог оставить черновой вариант своего Евангелия одному из своих обращенных учеников, владеющему греческим языком, не для публикации, а для личного пользования. Однако вы можете спросить, почему же ученик автора, которому тот оставил черновик своего Евангелия, мог задержать его публикацию на несколько десятилетий? На это есть три возможные причины. Во-первых, если он жил вдали от Рима и Иерусалима, в провинции, где люди не говорили по-гречески, или вообще в другой стране, то у него просто не было в окружении достаточно христиан, знающих греческий язык, чтобы распространять Евангелие среди них. Возможно, он даже пытался это сделать, но попытки не увенчались успехом. Издание книг в те времена было похоже на продвижение аккаунта в социальных сетях сегодня. Вы можете писать самые замечательные вещи в мире, но если вы не можете найти зрителей или читателей, и ваши посты и видео не продвигаются, то ваше творчество останется незамеченным. Так что, возможно, с публикацией Евангелия пришлось подождать, пока ученик апостола не отправился в те части Римской империи, где жили грекоязычные христиане. Во-вторых, он не мог сразу убедиться в том, что автор Евангелия умер раньше, чем успел где-нибудь опубликовать окончательный вариант своей книги. А если бы это произошло, то публикация черновика параллельно с последним вариантом автора, очевидно, внесла бы путаницу в процесс распространения Евангелия. Только после того, как ученик автора объездил много городов в Римской империи и даже вне ее и увидел, что Евангелие неизвестно ни одной поместной церкви, даже спустя десятилетия после смерти автора, он мог быть полностью уверен, что окончательная версия книги была утеряна. В-третьих, четвертое Евангелие должно было звучать весьма неортодоксально для очень многих ранних христиан, которые считали себя правоверными иудеями и верили, что Иисус был еврейским мессией, человеком, избранным и помазанным Богом, но не был ни Богом, ни логосом из греческой философии. Но после того, как идеи апостола Павла победили, благодаря огромному количеству новообращенных грекоязычных неиудеев, Евангелие от Иоанна стало даже более приемлемым, чем синоптические Евангелия для большинства новых христиан, которые были язычниками и выросли не на еврейской Библии и строгом монотеизме, а на греческой религии и философии, в которых боги могут быть сыновьями других богов или творить мир через божественный логос. И в моей версии событий легко понять, как Евангелие могло остаться анонимным. Спустя годы и даже десятилетия ученик, которому апостол оставил свои записки, решил опубликовать их в том виде, в каком они были, не сообщая людям, кто был автором рукописи. Поскольку он видел, что апостол в книге назвал себя псевдонимом «любимый ученик», и предполагал, что он хотел остаться неизвестным. Если апостол оставил свое Евангелие в одной из тех провинций Римской империи, где мало кто говорил по-гречески, или в чужой стране, как Индия или Великая Армения, то его ученик мог отправиться в грекоязычные провинции империи и найти там христианских читателей, которые понимали греческий, но не могли догадаться, откуда взялась эта книга. И даже когда опубликованное Евангелие достигало городов, где христиане действительно встречались с автором и слышали его проповеди, они не могли, послушав его в течение нескольких недель или даже месяцев, запомнить его стиль настолько хорошо, чтобы вспомнить его через десятилетия, когда они впервые прочитали его книгу. Как я объяснил в 15-м видео, я считаю, что с вопросом публикации Евангелия тесно связана его последняя глава. Есть много веских причин считать, что она была написана другим человеком. Я не первый, кто обнаружил эту идею и сомневался в ней, когда впервые ее услышал. Но проанализировав ее глубже и найдя мои собственные аргументы в ее поддержку, я считаю, что она не только убедительная, но и удивительно хорошо согласуется с моей основной теорией об авторстве и истории Евангелия.
Ученые, выдвинувшие идею о том, что 21 глава была написана позже первых 20 глав, не объяснили, кем был этот другой автор, и не обратили внимания на то, что эта идея противоречит их же теории о том, что Евангелие было написано после 80-го года, либо апостолом Иоанном, который последние несколько десятилетий своей жизни жил в Эфесе в окружении своих учеников, либо другим высокообразованным, а следовательно уважаемым христианским учителем и проповедником. Если принять эту теорию создания Евангелия, то невозможно объяснить, как вообще эта глава могла появиться. Представьте себе, что апостол Иоанн написал и опубликовал свое Евангелие в окружении учеников и друзей. Оно распространялось среди тысяч его последователей и других христиан в течение многих лет или десятилетий при его жизни. И что дальше? Зачем кому-то другому было даже думать о том, чтобы самостоятельно дописать еще одну главу при жизни апостола? А после его смерти практически каждый христианин в радиусе 1000 километров от автора Евангелия уже читал или слышал про его книгу. И если бы кто-то решил добавить еще одну главу, то все остальные знали бы, что она написана не исходным автором и просто отвергли бы ее, не стали бы ее переписывать. А первые 20 глав к тому времени уже распространялись бы как отдельная книга, так что даже если члены какой-нибудь отдаленной общины никогда не встречали апостола Иоанна, все равно, увидев версии одной и той же книги из 20 глав и 21 главы, они бы сразу заподозрили, что последняя глава написана не оригинальным автором, и могли бы легко подтвердить свои подозрения, расспросив гостей из тех общин, где это было известно наверняка. И даже если бы не все отвергли ее на этом основании, у нас все равно осталось бы множество ранних рукописей Евангелия от Иоанна, заканчивающихся 20 главой. Но моя идея, что некий ученик апостола Варфоломея сохранил черновик Евангелия и опубликовал его после смерти автора апостола, добавив последнюю 21 главу, объясняет все. Почему 21 глава выглядит так, будто ее написал кто-то другой? Почему ее восприняли как неотъемлемую часть Евангелия? Почему у нас нет рукописей, в которых Евангелие от Иоанна заканчивалось бы 20 главой? И даже почему Евангелие выглядит местами недостаточно отредактированным, как будто это черновик? Более того, в моей версии событий я даже могу объяснить содержание последней главы и мотивы ее написания. Эта глава состоит из 3 частей. Средняя часть – это очевидное стремление признать Петра лидером апостолов. Если вы прочитаете первые 20 глав Евангелия, то узнаете, что другой апостол, а не Петр, был любимым учеником Иисуса, что Петр не лежал рядом с Иисусом во время Тайной вечери, что он иногда не понимал его намерения, что он не был тем, кто стоял под его крестом и кому Иисус поручил заботу о своей матери, и не был первым, кто добежал до его пустой гробницы, и даже трижды отрекся от него. Представьте, что вы ученик автора, желающий опубликовать это Евангелие после 65 года среди христиан, которые скорбят о недавней смерти апостола Петра и считают его главным апостолом, каким его изображают другие Евангелия, камнем, на котором Христос основал свою церковь. Не возникнет ли у вас беспокойство, что 4 Евангелие может быть отвергнуто читателями, как оскорбляющее их чувства к апостолу Петру? Представьте, что вы решаете опубликовать книгу о некоем человеке, в которой вы неоднократно критикуете его поведение, в то время как все окружающие оплакивают его недавнюю героическую смерть, прославляют его как великого гения или героя и, соответственно, обзывают вас лжецом за то, что вы посмели написать про него нечто настолько оскорбительное, даже если ваша критика была мягкой и каждое ваше слово было правдой. Апостол, написавший Евангелие, мог без проблем критиковать своего друга Петра и изображать его таким же человеком, как сам автор, когда они оба были живы и были хорошими друзьями. Но та же самая критика, исходящая от простого христианина в конце 1 века, вскоре после смерти апостола, могла выглядеть как грубое неуважение и вызов общественному мнению. Скорее всего, ученик автора сам, как христианин, восхищался апостолом Петром и тоже не хотел оскорблять память о его героической жизни и смерти за Христа, ставя под сомнение его роль как главы апостолов. Так что же он мог сделать? Например, добавить текст, в
котором Петр компенсирует свои 3 отречения от Христа тем, что трижды говорит Иисусу, что любит его даже больше, чем другие апостолы. А Иисус за это трижды утверждает Петра в роли главного апостола, а также предсказывает ему мученическую смерть. Далее, последняя часть последней главы, пытающаяся развеять слухи о том, что любимый ученик, то есть апостол, написавший Евангелие, должен был дожить до второго пришествия, явно намекает на то, что автор Евангелия уже умер. Поскольку столь решительное опровержение подобных слухов не имело бы особого смысла, если бы апостол был жив и слухи о его будущем долгожительстве могли оказаться правдой. Похоже, автор главы хотел сказать нам этой историей, что любимый ученик, написавший Евангелие, умер до написания последней главы и, следовательно, до публикации всей книги. Более того, развеивать слухи о ком-то имеет смысл только в том случае, если ваши читатели знают, о ком именно вы рассказываете. Даже если первые читатели Евангелия действительно слышали некие недостоверные слухи о его авторе и был смысл им объяснить, что эти слухи ложные, откуда читатели могли узнать, что речь в этих слухах шла об авторе Евангелия, если они понятия не имели, кто он такой? Если в некой анонимной книге вас убедили не верить слухам про ее автора, а за несколько лет до этого вам рассказали какую-то сплетню про Нафанаила, то ваше мнение о Нафанаиле изменится только если вы догадались, что автор анонимной книги и есть Нафанаил. Таким образом, это еще и намек от автора последней главы на то, что мы можем узнать имя автора Евангелия, найдя его где-то в тексте, если будем искать достаточно тщательно. Похоже, этот намек оказался настолько тонким, что оставался незамеченным в течение 2000 лет, но лучше поздно, чем никогда. И, наконец, первая и самая важная часть последней главы – рассказ о ловле рыбы. Он, скорее всего, основан на истории о встрече апостолов с Иисусом на берегу Галилейского моря после его воскресения, которую автор главы услышал от автора Евангелия или от кого-то другого. Но он также напоминает историю о Пифагоре, который однажды, стоя на берегу, велел рыбакам в лодке сосчитать пойманных ими рыб и предсказал их количество, а когда рыбаки были должным образом поражены его чудесной догадкой, приказал им выбросить рыбу обратно в море. Несомненно, многие из первых читателей Евангелия, знавшие греческую философию, заметили эту аллюзию, тем более, что количество рыб, 153, является 17-м треугольным пифагорейским числом. Таким образом, для знатока греческой философии это выглядит как явное приглашение поискать за этим числом более глубокий нумерологический смысл, тем более если мы поняли намек, что нам предлагается найти имя автора. Как я рассказал в моем 14-м видео, это загадочное число – имя автора Евангелия, зашифрованное автором последней главы. Представьте, что вы ученик апостола, который дал вам анонимный черновик своего Евангелия и велел никому о нем не рассказывать. После того, как ваш учитель умер, вы все-таки решаете опубликовать книгу, иначе она будет утеряна. Однако вопрос в том, должны ли вы сохранить анонимность книги. Собирался ли ее автор все-таки подписать ее своим именем перед публикацией, или так и остаться под псевдонимом «любимый ученик», который он сам избрал для себя в тексте Евангелия? Что бы мы сами сделали в такой ситуации? Вернее, что делали древние люди на протяжении многих веков, и что, следовательно, сделал ученик автора? Он поместил имя автора в последнюю главу, но зашифровал его так, чтобы если на то будет воля Господа Бога и его учителя, то читатели смогут его расшифровать. Но даже если нет, то имя его учителя все равно будет сохранено в Евангелии, пусть даже и в скрытом виде. В утопической повести Фрэнсиса Бэкона «Новая Атлантида», опубликованной в 1627 году, рассказывается о мифическом островном государстве Бенсалем, где установлен мудрый порядок, а люди интересуются наукой и философией. Христианскую веру они получили благодаря тому, что к берегу острова приплыл ковчег с книгами Ветхого и Нового Заветов и следующим письмом. «Я, Варфоломей, слуга Всевышнего и апостол Иисуса Христа, был уведомлен ангелом, явившимся мне в видении славы, что я должен предать этот ковчег морским течениям. Поэтому я свидетельствую и заявляю тем людям, к земле которых Бог повелит пристать этому ковчегу, что в тот же день придет к ним спасение, мир и благоволение от Отца и Господа Иисуса».
Это, конечно, вымысел, но интересно, какая интуиция повелела Бэкону выбрать на роль распространителя Евангелия не общепризнанных апостолов-евангелистов Матфея или Иоанна, а именно апостола Варфоломея. Также в древности было известно некое Евангелие от Варфоломея, которое вроде как исчезло. Иногда с ним идентифицируют апокрифические вопросы Варфоломея, написанные через много веков после жизни апостолов, в которых Иисус несколько раз обращается к Варфоломею как «Благословен ты, Варфоломей, мой любимый». что похоже на псевдоним автора 4-го Евангелия «Любимый ученик». На иконах апостол Варфоломей часто изображается с книгой, то есть Евангелием. По традиции это объясняется тем, что он распространял среди новообращенных в Индии и Великой Армении якобы Евангелие от Матфея. Но это объяснение странное. После того, как были написаны Евангелия, практически все апостолы и другие проповедники христианства должны были о них знать и распространять их среди грамотных слушателей. Так же, как сегодня все священники, пасторы и проповедники читают вслух, проповедуют и распространяют Библию, и все церковные лавки продают религиозные книги. Так почему же на иконах Евангелие в руках держит именно апостол Варфоломей? Может быть, кто-то в древности либо догадался, кто именно был автором Евангелия от Иоанна, либо сохранил память об этом, либо почувствовал это на уровне интуитивного вдохновения. И, возможно, это и стало причиной такого акцента в апокрифах на том, что свитки Евангелия распространял именно апостол Варфоломей.